Вы думаете, что комбайн, соответственно, это просто большая машина с ножами? Один агрегат весом в 60 тонн способен убрать урожай с площади футбольного поля за 4 минуты, а система автопилота, точнее любого человека, погрешность меньше 2 сантиметров. Сегодня в полях работают настоящие монстры, рядом с которыми трактор вашего деда выглядит детской игрушкой, да? И вот 45 из них прямо сейчас на пике своих возможностей. Комбайн класс Lexion 900 движется по пшеничному полю в Канаде со скоростью 30 км в час, то это быстрее, чем едет автомобиль по городской улице. Его жатка шириной 13,5 метров срезает стебли одновременно на полосе, равной ширине 3 легковых машин. За 1 час работы машина перерабатывает 100 тонн зерна. Это годовой запас хлеба для 200 человек. Но скорость не главное, что удивляет в этом агрегате. Они вращаются со скоростью 1000 оборотов в минуту и отделяют зерно от соломы настолько чисто, что потери урожая составляют меньше 1%. Внутри работает система обмолота с 2 роторами длиной почти 5 метров каждый. Бортовой компьютер в режиме реального времени анализирует влажность зерна, плотность стеблей и нагрузку на двигатель, автоматически регулируя скорость движения. Оператор внутри просто следит за экранами. Машина принимает большинство решений сама. В Австралии на уборке пшеницы используют другую тактику. Там работают звенья из 5 комбайнов John Deere S90, которые движутся параллельными рядами. Каждый агрегат мощностью 620 лошадиных сил оснащен системой точного земледелия, которая запоминает урожайность каждого квадратного метра поля. На следующий год фермер точно знает, куда вносить больше удобрений, а куда меньше. 5 машин вместе убирают за 12 часов площадь в 800 гектаров. Это территория размером с небольшой город. Самоходный опрыскиватель Хайгард из Бразилии работает по другому принципу. Его колеса подняты на высоту 2 метров над землей. Машина буквально едет поверх посевов кукурузы, не давя ни одного стебля. За один проход агрегат обрабатывает полосу шире, чем 8-полосное шоссе. Ширина захвата штанги 36 метров. Бак вмещает 4000 литров рабочего раствора, а насос закачивает его в штангу со скоростью, позволяющей обработать гектар за 40 секунд. За рабочую смену один опрыскиватель закрывает 300 гектаров, да, столько же обработали бы вручную 150 человек за целый день. Свекловичный комбайн Рабо немецкого производства работает иначе. Он движется медленно, всего 8 км в час, но в этом и есть его сила. 6 копающих рядков одновременно подхватывают корнеплоды из земли, отряхивают, очищают от ботвы и загружают в бункер. За 1 час машина выкапывает 120 тонн свеклы. Это примерно 12 груженных самосвалов. Конструкция очищающего барабана настроена так точно, что в бункер попадает меньше 2% земли и мусора. Это критически важно. Сахарный завод штрафует фермеров за каждый лишний килограмм грязи. Рисоуборочный комбайн Янмар из Японии – машина принципиально другого класса. Поля в Японии маленькие и залиты водой, поэтому агрегат весит всего 3 тонны против 60 у канадского гиганта. Но его гусеницы из специальной резины не тонут в жидкой грязи и не повреждают почву. Машина работает на глубине затопления до 40 сантиметров. Ее система обмолота скопирована с традиционного японского инструмента. Она бережно обращается с хрупкими рисовыми колосьями и дает потери меньше полупроцента. На крошечном поле в 20 соток комбайн заканчивает работу за 20 минут. Кормоуборочный комбайн Ягуар от класса. Самый мощный в этом списке по одному параметру. Его двигатель выдает 1100 лошадиных сил. Машина измельчает кукурузу в силосную массу с точностью до миллиметра длины частицы. Это напрямую влияет на качество корма для скота. Система Corn Cracker дополнительно раздавливает каждое зерно, увеличивая усвояемость корма животными на 20%. За час агрегат перерабатывает 200 тонн зеленой массы и грузит ее в едущий рядом самосвал, не останавливаясь ни на секунду. Трактор John Deere 9RH не едет по полю. Он ползет по нему на 4 гусеницах шириной 90 сантиметров каждая. Его вес 49 тонн. Мощность двигателя 620 лошадиных сил. Но давление на почву у этого монстра меньше, чем от ботинка взрослого человека. Гусеницы распределяют нагрузку на площадь в несколько квадратных метров. Это принципиально важно. Уплотненная колесами почва дает урожай на 30% ниже нормы. Агрегат тянет за собой плуг с 24 корпусами, который за один проход переворачивает полосу земли шириной 8 метров на глубину 35 сантиметров. Немецкий трактор Fendt 900 Vario работает по другому принципу. У него нет привычной коробки передач вообще. Бесступенчатая трансмиссия позволяет двигаться с любой скоростью от 0 до 50 км в час без единого переключения. Система автоматически подбирает обороты двигателя так, чтобы расход топлива был минимальным при любой нагрузке. На практике это означает экономию до 20% солярки по сравнению с обычным трактором той же мощности. За год работы на крупной ферме разница составляет десятки тысяч литров топлива. Российский трактор Кировец КАЗ-7М. Самый тяжелый колесный трактор отечественного производства. Его масса
31 тонна, мощность 500 лошадиных сил. Машина агрегатируется с чизельным плугом, который рыхлит почву без переворачивания пласта. Это сохраняет верхний плодородный слой на месте. За смену трактор обрабатывает 120 гектаров. На полях Западной Сибири, где поля тянутся на километры без единого поворота, такие машины работают круглосуточно в 2 смены, меняя операторов прямо на ходу. Трактор Challenger MT-875 американского производства оснащен системой автовождения с точностью 2 см. Оператор задает первый проход вручную, дальше машина сама ведет параллельные рядки без перекрытий и пропусков. На поле в 1000 гектаров такая точность экономит до 7% площади, которая раньше терялась на перекрытии. 7% от 1000 гектаров, так это 70 гектаров дополнительного урожая каждый год просто за счет точности хода. Японский мини-трактор Kubota весом 800 килограммов работает там, куда гиганты не проедут. На террасных рисовых полях Вьетнама ширина грядки иногда составляет всего 3 метра. Машина разворачивается в собственном радиусе, ее дизельный двигатель мощностью 24 лошадиные силы тянет культиватор, фрезу или сеял. Один такой трактор заменяет труд 10 человек с мотыгами. В странах Юго-Восточной Азии таких машин работает больше 2 миллионов единиц. Глубокорыхлитель на базе трактора Case IH Magnum уходит в землю на глубину 70 сантиметров, туда, куда не достает обычный плуг. Его рабочие органы разрушают плужную подошву, слой уплотненной почвы, который образуется после многолетней обработки на одной глубине. Эта подошва не пропускает воду и корни растений вглубь. После прохода глубокорыхлителя корни пшеницы уходят на 1,20 м вместо обычных 40 сантиметров, и растение само добывает влагу из нижних горизонтов почвы в засуху. Урожайность на таких полях вырастает на 15-20% уже в первый год. Энергонасыщенный трактор New Holland T9 работает на сжиженном природном газе. Это единственная серийная машина такого класса с газовым двигателем. Мощность 600 лошадиных сил, выбросы углекислого газа на 25% ниже дизельного аналога. Один заправочный баллон обеспечивает 10 часов непрерывной работы. На фермах Нидерландов, где экологические требования жестче всего в мире, такие тракторы уже составляют треть парка крупных хозяйств. Сеялка точного высева Horsch Maestro укладывает каждое семя кукурузы в почву с интервалом 7 см и не ошибается ни на миллиметр. Внутри каждой из 24 секций работает электрический высевающий диск, который отбирает семена по одному и опускает их на заданную глубину. Датчик контролирует каждое семя в режиме реального времени. Если одно пропустило лунку, система мгновенно сигнализирует оператору. На поле в 300 гектаров такая точность дает на 20% больше растений на единицу площади по сравнению с устаревшими сеялками. 20% урожая – это не цифра в отчете, это реальные деньги, которые раньше просто терялись в земле. Пропашный культиватор с системой технического зрения Garford Robo движется между рядами свеклы и уничтожает сорняки механически, без единого грамма гербицидов. Камеры на штанге снимают почву со скоростью 30 кадров в секунду. Алгоритм за миллисекунды отличает культурное растение от сорняка по форме листа и расположению в ряду. Рабочие органы обходят свеклу с точностью 3 см и подрезают все остальное. Один проход заменяет труд 45 прополочных рабочих. В Великобритании, где стоимость ручного труда одна из самых высоких в мире, такие машины окупаются за один сезон. Картофелесажалка Гриме высаживает клубни в 4 ряда одновременно, выдерживая расстояние между ними 30 см с погрешностью плюс-минус 2 см. Перед посадкой каждый клубень проходит через систему отбора. Слишком мелкие и слишком крупные автоматически отсеиваются в отдельный бункер. Машина укладывает в почву только клубни весом от 50 до 80 граммов. Именно этот размер дает наилучшую всхожесть. За час агрегат высаживает посадочный материал на 2 гектарах. Вручную ту же работу выполняли бы 20 человек весь световой день. Опрыскиватель с системой точечного внесения John Deere Exact Apply наносит пестициды не полосой, а отдельными импульсами на каждый квадратный сантиметр. Каждая форсунка на штанге длиной 36 метров работает независимо и включается только над сорняком или больным растением. Расход химикатов снижается на 47% по сравнению с обычным сплошным опрыскиванием. На поле в 1000 гектаров это означает экономию нескольких тонн пестицидов за сезон. Карта засоренности поля строится на основе спутниковых снимков и данных дронов, загруженных в бортовой компьютер перед выездом. Рассадопосадочная машина итальянского производства Ferrari высаживает рассаду томатов в открытый грунт со скоростью 6000 растений в час. Манипулятор захватывает каждый стаканчик с рассадой из кассеты, опускает в заранее политую бороздку и уплотняет почву вокруг корня. Датчик контролирует вертикальность посадки. Растение, которое легло на бок, машина останавливает и переспрашивает оператора. Процент приживаемости при механической посадке этим агрегатом 97%, тогда как при ручной посадке усталыми рабочими к концу смены этот показатель падает до 85%. Пневматическая сеялка Amazone Cirrus высевает мелкосемянные культуры – рапс, лен, горчицу.
с нормой высева от 300 граммов на гектар. Это настолько малое количество семян, что обычная механическая сеялка просто не способна обеспечить равномерность. Если вы думаете, что технологии в сельском хозяйстве — это фантастика, то вам обязательно стоит заглянуть на наш сайт playprofi.com. Здесь собраны все самые популярные нейросети по одной подписке, и только сегодня при регистрации по ссылке в описании вы получите бонус 500 токенов. Кто бы мог подумать, что умные машины могут быть еще умнее с помощью нейросетей? Не упустите шанс. Воздушный поток несет семена по трубкам к сошникам. Компьютер регулирует давление и скорость потока в зависимости от размера семени. Датчики считают каждое семя, проходящее через распределительную головку. Оператор видит на экране точную норму высева в реальном времени и может изменить ее на ходу, не останавливая машину. На одном поле рапс можно высеять гуще в низинах, где влаги больше, и реже на возвышенностях. Все это программируется заранее по карте поля. Зерновая сеялка Хорш-Аваро комбинирует посев и внесение удобрений в один проход. Минеральные удобрения укладываются в почву на 5 см глубже и в стороне от семени. Именно туда, куда дотянется корень через 2 недели после прорастания. Такое раздельное внесение увеличивает усвоение азота растениям на 30% по сравнению с разбросанным способом. Один проход вместо двух — это вдвое меньше уплотнения почвы колесами трактора и вдвое меньше расхода топлива на операцию. Над рисовыми полями провинции Хэнань в Китае одновременно работают 20 дронов. Они движутся параллельными курсами с интервалом 5 метров и опрыскивают посевы за 3 часа, то, на что наземной технике потребовался бы целый день. Каждый аппарат несет бак объемом 16 литров и распыляет раствор со скоростью 2 литра в минуту на высоте 1,5 метра над колосьем. Китайский дрон Agros T-30 от компании GI — самый распространенный сельскохозяйственный беспилотник в мире. Только в Китае их работает больше 100 тысяч единиц. Один аппарат обрабатывает 40 гектаров за час, в 60 раз быстрее человека с ранцевым опрыскиванием. Японский дрон Yamaha Phaser R50 работает в сельском хозяйстве с 1997 года. Это старейший серийный сельскохозяйственный беспилотник в мире. Он не мультикоптер, а вертолет с 2 несущими винтами. Его двигатель внутреннего сгорания работает на бензине, что дает время полета до 1 часа без подзарядки. Электрические аналоги летают вдвое меньше. Нисходящий поток от винтов вдавливает капли раствора глубоко в листовой полог растений, достигая нижних ярусов кроны. При опрыскивании садов это критически важно. Именно туда не достают наземные машины. Израильская компания Aerobotics разработала дрон, который не опрыскивает. Он стреляет. Аппарат несет контейнер с капсулами, каждый из которых содержит личинок полезных насекомых, энтомофагов, уничтожающих вредителей. Дрон облетает поле и точечно выстреливает капсулы в очаги заражения, определенные заранее по тепловым картам. Один вылет заменяет труд бригады из 20 человек, которые раньше разносили контейнеры с насекомыми вручную. Метод полностью исключает химикаты. В Нидерландах и Германии такие системы уже применяются на площади больше 50 тысяч гектаров теплиц. Американский дрон Swoop Aero специализируется на посеве. Он сбрасывает семенные капсулы с высоты 4 метра. Каждая капсула при ударе о землю раскрывается и заглубляет семя на нужную глубину. Скорость посева 100 тысяч семян в час. Технология применяется прежде всего для восстановления леса после пожаров. Вертолетами и самолетами семена просто разбрасывали по поверхности, и большинство не прорастало. Капсульный метод увеличивает всхожесть с 10 до 70%. В Австралии после пожаров 2020 года таким способом засеяли больше 100 тысяч гектаров выжженных территорий. Южнокорейский мультикоптер Humes несет не жидкость, а гранулированные удобрения. Центробежный разбрасыватель под фюзеляжем равномерно распределяет гранулы на ширину 10 метров при скорости полета 20 км в час. Точность внесения плюс-минус полметра от заданной точки. Машина летит строго по карте поля, загруженной в навигационный блок, и автоматически меняет норму внесения удобрений в зависимости от зоны. Там, где почва беднее, сыплет больше, там, где плодороднее, меньше. Один оператор управляет роем из 5 таких дронов одновременно с планшета. Российский дрон «Агромаш» разработан специально для работы в условиях сибирского климата. При температуре минус 25 градусов электронные компоненты большинства зарубежных аппаратов отказывают. «Агромаш» оснащен системой обогрева аккумуляторов и защищенными от мороза контроллерами. Рабочий диапазон температуры от минус 30 до плюс 50 градусов. В Красноярском крае такие машины ведут мониторинг посевов ранней весной, когда на полях еще лежат остатки снега и наземная техника просто утонет в раскисшей земле. Камера с тепловизором фиксирует участки, где снег растаял быстрее. Это признак более рыхлой и теплой почвы, куда нужно сеять в первую очередь. Нидерландский дрон компании Precision Hawk не работает самостоятельно, он только собирает данные. Мультиспектральная камера снимает поле в 8 диапазонах, включая ближний и инфракрасный. По этим снимкам алгоритм строит карту стресса растений за 72 часа до появления видимых симптомов болезни. Фермер получает точные координаты очага заражения на смартфон и выезжает с опрыскивателем только туда. На ферме площадью 500 гектаров в Гронингене такая система сократила расход фунгицидов на 63% за один сезон. Комбайн
комбайн New Holland CR1090 держит мировой рекорд урожайности. За 8 часов непрерывной работы он намолотил 870 тонн пшеницы на ферме в Великобритании в 2007 году. Этот рекорд занесен в Книгу рекордов Гиннесса и не побит до сих пор. Машина весит 72 тонны, ее двигатель развивает 625 лошадиных сил, а жатка шириной 13,5 метров срезает полосу пшеницы за один проход. Внутри работают два параллельных ротора длиной 5,5 метров. Именно двухроторная схема позволяет обрабатывать такой поток зерновой массы без потерь. Немецкий класс Lexion 8000 – самый широкий серийный комбайн в мире по захвату жатки. Его складная жатка Vario раскладывается до 14 метров 70 сантиметров прямо в поле, а для транспортировки по дороге складывается до 3 метров за 40 секунд. Бортовая система Cruise Pilot анализирует густоту стеблистоя перед жаткой при помощи трехмерного сенсора и автоматически регулирует скорость движения так, чтобы молотильный аппарат всегда работал на пиковой загрузке. Топливный бак вмещает 1100 литров солярки, то этого хватает на 12 часов непрерывной работы без остановки на заправку. Американский комбайн Case IH Axial Flow 9250 оснащен единственным ротором диаметром 650 мм и длиной 5 метров 80 сантиметров. Аксиальная схема обмолота, когда зерновая масса движется по спирали вдоль ротора, дает самый бережный обмолот среди всех конкурентов. Дробленость зерна у этой машины не превышает 1%, тогда как у барабанных комбайнов этот показатель достигает 3-4%. На элеваторе дробленое зерно принимают по сниженной цене. Разница в стоимости урожая за сезон на крупном хозяйстве составляет сотни тысяч рублей. Российский комбайн Россельма Шторм 750 – самый мощный отечественный зерноуборочный агрегат. Его двигатель выдает 580 лошадиных сил, бункер вмещает 10 тысяч литров зерна. Машина работает на полях Краснодарского края в условиях, которые убивают импортную технику. Летом температура воздуха поднимается до 45 градусов. Пыль от соломы забивает радиаторы за несколько часов. На Таруме система охлаждения с реверсивным вентилятором автоматически продувает радиатор в обратном направлении каждые 20 минут, выбрасывая накопившуюся пыль. Межсервисный интервал составляет 300 моточасов. Комбайн проходит всю уборочную кампанию без планового технического обслуживания. Бельгийский комбайн класс Lexion 6000 Terra Track стоит на 4 гусеницах вместо колес. Его отличие от обычных гусеничных машин – передние гусеницы поворачиваются вместе с управляемой осью, как колес. Это дает маневренность колесного комбайна при давлении на почву гусеничного. На влажных полях Фландрии, где дожди идут даже в разгар уборки, колесные машины буксуют и разрушают структуру почвы. Terra Track работает при влажности почвы, при которой любой колесный комбайн просто встанет. Аргентинский комбайн John Deere 780 адаптирован для уборки сои, главной культуры пам. Его жатка опускается до 5 сантиметров от земли, подбирая бобы с самых нижних стручков. Специальные делители жатки раздвигают полегшие стебли и не дают им уходить под режущий аппарат. Потери сои при уборке этим агрегатом составляют меньше 1%. Каждый сэкономленный процент на поле в 1000 гектаров означает дополнительно 25 тонн зерна. Украинский комбайн Horsch Lexion в конфигурации для кукурузы несет 8-рядную кукурузную жатку шириной 6 метров. Специальные отрывные пластины срывают початки со стеблей, не затягивая их внутрь машины. Стебли остаются стоять в поле и измельчаются отдельным агрегатом. Початки поступают в молотильный аппарат, который выбивает зерно с влажностью до 35% без дробления. За час машина убирает 12 гектаров кукурузы и намолачивает до 120 тонн зерна. Робот Swarmbotics весит 20 килограммов и работает в составе роя из 100 identical машин одновременно. Каждый робот обрабатывает свой участок поля независимо, но все 100 координирует маршруты через общую сеть, чтобы не пересекаться и не пропускать полос. Когда один робот заканчивает заряд аккумулятора, он самостоятельно едет к зарядной станции на краю поля, а его участок автоматически перераспределяется между соседними машинами. Рой из 100 роботов заменяет один большой трактор с культиватором. Но давление на почву каждой машины в 150 раз меньше. Британская компания Swarmbotics продала первые коммерческие партии роев фермерам Англии в 2022 году. И сегодня такие системы работают на площади больше 8 тысяч гектаров. Полностью автономный трактор John Deere 8R без кабины вышел в серийное производство в 2022 году. На машине нет руля, педалей и сидения оператора, и только 6 камер кругового обзора, радар и система искусственного интеллекта. Фермер запускает
трактор через приложение на смартфоне, задает поле и тип обработки. Машина самостоятельно выезжает из гаража, добирается до поля, выполняет работу и возвращается обратно. Если на пути появляется препятствие, человек, животное, брошенный инструмент, трактор останавливается за 2 метра и ждет, пока путь освободится. Оператор получает уведомление на телефон. Один человек таким образом управляет парком из 6 тракторов одновременно, находясь в офисе за 200 километров от поля. Робот для сбора клубники Озбо от британской компании Octinarius работает в теплицах круглосуточно. Его манипулятор с мягким захватом определяет спелость ягоды по цвету и твердости, срывает ее за 4 секунды и укладывает в лоток без повреждений. За сутки один робот собирает ягоды с 800 растений. До появления этой машины одна теплица площадью 1 гектар требовала 30 сезонных рабочих. Теперь достаточно 3 человек для технического обслуживания роботов. В Великобритании, где после выхода из Европейского Союза резко сократился приток сезонных рабочих из Восточной Европы, такие роботы спасли несколько крупных тепличных хозяйств от банкротства. Автономный опрыскиватель Cargo от французской компании Nagribo движется по полю без водителя и принимает решения о внесении химикатов самостоятельно. Камеры машинного зрения сканируют каждый квадратный метр почвы, алгоритм идентифицирует виды сорняков и выбирает оптимальный гербицид из 3 разных баков на борту. Разные сорняки требуют разных препаратов. Машина смешивает их в правильной пропорции прямо перед форсункой в реальном времени. Расход химикатов сокращается на 70% по сравнению со сплошным опрыскиванием. Первые коммерческие образцы работают на виноградниках Бордо с 2023 года. Робот Aeronox для теплиц перемещается между грядками на рельсах под потолком и опускает манипуляторы вниз к растениям. Он выполняет 4 операции одновременно: срезает листья, опрыскивает, измеряет высоту растений и фотографирует каждый куст. За сутки один робот обслуживает 10 тысяч томатных растений. Данные о каждом кусте хранятся в базе. Агроном видит историю роста любого растения за весь сезон и может предсказать его урожайность за 3 недели до сбора с точностью 92%. Нидерландская компания Aeronox установила свои системы в теплицах 20 стран. Суммарная площадь обслуживаемых теплиц превышает 2000 гектаров. Электрический трактор Solentra калифорнийского стартапа работает от солнечных панелей, встроенных прямо в крышу и капот машины. Панели вырабатывают достаточно энергии для 6 часов легкой полевой работы в солнечный день, культивации или опрыскивания. Для тяжелой пахоты мощности не хватает, но для операций ухода за посевами машина полностью автономна по энергии. На виноградниках и садах Калифорнии, где трактор большую часть времени движется медленно между рядами, Solentra работает без подзарядки от сети неделями. Выбросы углекислого газа – 0. Стоимость энергии на гектар обработки – $0. В 2023 году ферма Iron Ox в Техасе вырастила и собрала урожай листового салата без единого человека в поле. Роботы посеяли, поливали, контролировали рост и собрали урожай полностью автономно. Себестоимость 1 килограмма салата оказалась на 30% ниже, чем на соседней ферме с наемными рабочими. Владелец фермы уволил всех полевых рабочих и оставил 2 инженеров для обслуживания техники. Это не эксперимент. Ферма работает в коммерческом режиме и поставляет продукцию в супермаркеты сети Крогер по всему Техасу. Датская ферма Agro Intelligence в 2022 году провела весь цикл выращивания ячменя без единого выезда трактора с водителем. Посев, внесение удобрений, опрыскивание и уборка. Все выполнили автономные машины по командам центрального сервера. Урожайность оказалась на 11% выше среднего по региону. Алгоритм точнее человека подобрал сроки каждой операции, ориентируясь на почасовые данные о погоде и состоянии растений. Один агроном управлял всем процессом удаленно через браузер. Японская компания Spray Robotics создала машину, которая заменила последнюю операцию, казавшуюся невозможной для автоматизации — ручную обрезку виноградной лозы. Каждый куст винограда обрезается индивидуально, и до недавнего времени считалось, что только опытный виноградарь с 30-летним стажем способен принять правильное решение о каждой ветке. Робот Прунинг анализирует 3-мерную модель каждого куста, строит ее за 8 секунд при помощи лазерного сканера и выбирает ветки для удаления по алгоритму, обученному на решениях 120 мастеров винограда. Точность совпадения с решением эксперта — 88%. На виноградниках Шампани во Франции такие роботы работают с 2023 года. Одна машина обрезает в день столько лоз, сколько 10 опытных рабочих. Австралийская компания Sweet Pea запустила полностью роботизированную ферму по выращиванию клубники в 2024 году. Площадь теплиц — 8 гектаров. Персонал — 6 человек, все инженеры. Роботы высаживают рассаду, ведут капельный полив с индивидуальной дозировкой для каждого куста, собирают ягоды и упаковывают их в контейнер. Производительность на квадратный метр в 2 раза выше, чем на традиционной ферме. Роботы работают 24 часа в сутки, 7 дней в неделю без перерывов, отпусков и больничных. Стоимость производства килограмма клубники снизилась на 42% по сравнению с фермами, использующими ручной труд. В Нидерландах тепличный комплекс Хайберт площадью 120 гектаров производит
строит томаты при численности персонала 80 человек, 10 лет назад такая же площадь требовала 1200 рабочих. Разница? 1120 уволенных должностей на одном предприятии. Роботы Ironex собирают томаты, система автоматического климат-контроля управляет теплицами, алгоритм распределяет питательный раствор. 80 оставшихся сотрудников исключительно инженеры, программисты и агрономы-аналитики. Ни один из них не держит в руках лопату или секатор. Цифры по всей планете говорят об одном. В 1960 году в сельском хозяйстве было занято 44% работающего населения Земли. Сегодня 26%. И этот показатель падает на 1% каждые 3 года. Международная организация труда подсчитала, что к 2040 году автоматизация уберет с полей еще 400 миллионов рабочих мест в сельском хозяйстве по всему миру. 400 миллионов человек — это больше, чем все население Соединенных Штатов Америки. Машины не устают, не болеют, не требуют зарплату и работают точнее любого человека. Вопрос не в том, заменят ли роботы людей на полях, они уже это делают прямо сейчас. В начале этого ролика был вопрос, что такое современный комбайн на самом деле? Ответ теперь очевиден. Это не просто машина с ножами. Это вычислительный центр на колесах весом 60 тонн, который принимает тысячи решений в минуту, работает точнее любого человека и никогда не устает. Но картина, которую показали 45 машин из этого списка, намного шире одного комбайна. В 1960 году один фермер кормил в среднении 25 человек. Сегодня один американский фермер с современной техникой кормит 155 человек. Эта разница не результат более усердного труда. Это результат машин, которые вы только что видели. Мировое население достигнет 10 миллиардов человек к 2050 году. Площадь пахотных земель при этом не увеличится. Она сокращается из-за эрозии и застройки на 1% каждые 5 лет. Единственный способ накормить 10 миллиардов людей с меньшей площадью земли — это производить больше с каждого гектара. Именно это и делают машины, которые работали на экране последние несколько минут. Точная сеялка Хорш укладывает семена без пропусков. Плюс 20% урожая. Опрыскиватель John Deere с точечным внесением экономит 47% химикатов. Комбайн с двухроторным обмолотом теряет меньше 1% зерна вместо 3%. Каждая из этих цифр в отдельности кажется небольшой. Сложенные вместе на площади миллиарда гектаров пашни планеты, они означают сотни миллионов дополнительных тонн еды каждый год. Агрономы называют происходящее третьей аграрной революцией. Первая случилась 10 тысяч лет назад, когда человек приручил дикие злаки и перешел от охоты к земледелию. Вторая в середине 20 века, когда химические удобрения и новые сорта утроили урожайность за 30 лет. Третья разворачивается прямо сейчас, и ее движущая сила не химия и не генетика, а данные, алгоритмы и роботы. Трактор без кабины John Deere 8R уже продается серийно. Рой из 100 роботов Swarmbotics уже обрабатывает 8 тысяч гектаров в Англии. Дрон, который стреляет капсулами с насекомыми вместо пестицидов, уже работает на 50 тысячах гектаров теплиц в Европе. Это не прототипы выставочных залов. Это коммерческая техника, которую фермеры покупают и используют сегодня. Финальная цифра, которую стоит запомнить. По данным продовольственной организации ООН, современные технологии точного земледелия при полном внедрении способны увеличить мировое производство продовольствия на 60% без распашки ни одного нового гектара земли. 60% — это именно тот резерв, который нужен, чтобы накормить 10 миллиардов человек в 2050 году. Машины, которые вы видели в этом ролике, уже решают задачу, которую человечество считало нерешаемой.